на красном фоне белыми буквами написано «Война в Украине». Народ тебе, Владимир Владимирович, это не простит. Не знаю, это не укладывается в голове, просто очень тяжело, очень тяжело. Будущего уже нет. Вот эти вот все разговоры, смоллтоки, которые начинались, ну не начинались, а где-то там продолжались вопросом, а как ты думаешь, будет ли война? Они, конечно, были немножко не всерьез, поэтому, когда 24 числа все случилось, все просто очень удивились, насколько это на самом деле все было всерьез. Я начала читать новости. У меня тряслись руки, и я плакала. Мне было очень страшно. Я ходила просто по улице, и я смотрела на людей, и я пыталась понять, что они чувствуют, что они думают. Смотрела в их лица, думала, чувствуют ли они отчаяние, как я это чувствую. Думала, как они могут заниматься своими бытовыми делами. Проснулись утром в 6:30 и увидели эти новости. Но это как-то оглушает, что ли. Просыпаешься утром, и опять же, наверное, это будет слишком как-то пафосно, что просыпаешься утром с мыслью и надеждой, что вдруг это все закончится. Но нет, ты понимаешь, что это не закончится. Это не закончится, видимо, еще долго. И будут продолжать гибнуть люди в Украине, будут продолжать гибнуть русские солдаты. И ощущение бессмысленности, бесцельности этой войны и бессмысленности, бесцельности гибели тысяч этих людей с обеих сторон. Я реально не понимала, как бы, да, мне было очень сложно вообще уцепиться как-то за эту реальность. Я чувствовала, что она раскалывается на миллион осколков, я не могла вообще как-то вместить в себя происходящее. И мне очень нужно было, чтобы рядом были люди, которые мне просто скажут, что нет, Лер, это ты неправильно видишь вещи, это тебе показалось, этого нет, или там я сплю. Я проснулась без будильника, потому что мне не нужно было ехать на работу. И я взяла телефон, как обычно берешь телефон по утрам, и там было сообщение от моего брата, что Путин все-таки развязал войну. Ну, естественно, полезла в новости, полезла в соцсети. Понятно, что у всех примерно одна реакция, шок, и никто не верит. Но было страшно. Было ощущение, что, ну, это, конечно, самоубийственное решение. Было ощущение, что народ тебе, Владимир Владимирович, это не простит. Сейчас все начнут кричать, все выйдут, и это просто, короче, какая-то агония политическая, и все сейчас быстренько закончится. И ужасно было осознавать, что вообще это не так. И что сила пропаганды настолько велика, что даже это она умудрилась выставить в таком миротворческом свете. Естественно, это страшно, больно, стыдно, чувствуешь себя виноватой, чувствуешь отчаяние, ничего не можешь сделать. Но война всегда страшна, всегда больно. Тем более, наверное, у каждого русского человека найдется хоть какой-нибудь дальний знакомый хотя бы в Украине. Не говорю уже о родственниках. Это соседний народ, с которым мы говорим на одном языке. У нас одна культура, мы смотрим одни фильмы, книжки, слушаем одну музыку. И от этого еще страшнее. Но тут еще помимо того, что ты знаешь, что там война, и это страшно, и гибнут люди, и это ужасно, так не должно быть. С этой же стороны понимаешь, что это делает моя страна, и помимо того, что моя страна убивает этих людей, ты понимаешь, что как прежде уже не будет, что это навсегда теперь, что ты живешь в учебнике истории, и сложно, короче, было принять это. У меня дней 10, наверное, ушло на понимание того, на принятие того, что так будет. Назад не отмотаешь. Не будет такого, что пошутили мы, все не так. Все теперь по-другому. И вот понимание того, что будет по-другому, это
На это ушло очень много времени. У меня просто вставали волосы дыбом от каких-то параллелей с 1939 годом, абсолютно очевидных. То есть вот эта полусвастика, какие-то слова, там, национал-предатель, какие-то абсолютно страшные рифмы с Оруэллом, когда война — это мир, когда черное — это белое, когда все животные равны, но кто-то равнее. И интересно, какие теперь будут антиутопии, если сейчас это наша реальность. И после этого накатило, ну, сначала страх, но страх довольно быстро отступил, потому что кажется, что уж мне сейчас бояться нечего. Но какая-то тоска и всеобъемлющее отчаяние, когда ты вот прям чувствуешь свое бессилие, непонятно, что делать, и очень долго не принимаешь реальность такой, какая она есть, потому что все время как-то в голове крутится. Ну, нет, это невозможно. Что угодно могло произойти, но нет. Ну, не бывает сейчас, в 2022 году, такое развитие событий. Ну, невозможно этого ожидать. Постоянно читаешь новости, от этого плохо, а не читать новости еще хуже. And of course, I thought about Russians as well, because they are those who are affected not that severe as Ukrainians. It's incomparable to severity of the situation in Ukraine right now. But lack of, job and money and food will eventually increase death toll in Russia as well, because that's what happens when the population gets poorer, and it definitely affects health of millions of people. Я начал читать, что вообще там происходит, где люди, как там, взяли Киев за 2 часа или не взяли? Не взяли. Кто бы мог подумать. Просыпаемся, смотрим новости. Перед сном смотрим новости. Смотрим новости, смотрим новости. I still cannot wrap my mind around how can this happen. Deepest sadness, shame, guilt. Первые 5 дней было особенно тяжело, и особенно тяжело еще потому, что ты сталкиваешься с реальностью, в которой далеко не все люди в твоем даже ближайшем окружении солидарны с твоим взглядом на ситуацию. Далеко не все испытывают не то что ужас, никто не испытывает даже сострадания по отношению к тому, что происходит. Многие люди откровенно заявляли о том, что они поддерживают эту спецоперацию, и что они видят в ней справедливость, какую-то их собственную справедливость. Это ужасно. И, сейчас я снова заплачу, потому что у меня ребенок украинец, у меня бывший муж украинец. И я много раз была в Украине, и родственники его жили в Донецке. Ну и для меня это часть культуры, важная в семье. И я 23 числа вечером поздно очень активно убеждала друзей, что мы просто зря боимся, ничего страшного не случится, что все обойдется. И у меня было ощущение, когда я 24-го проснулась, что я не проснулась, что это какой-то кошмарный сон. Когда ты хочешь выйти из сна, у тебя не получается. К сожалению, я тогда не удивилась, потому что около месяца назад я смотрела интервью с иностранными политологами, которые обсуждали вероятность нападения и какое оно могло бы быть. И я тогда с ужасом это слушала. И даже обсуждала с друзьями. Но мои друзья мне тогда не поверили, и надо мной даже смеялись. Сначала не веря вообще полностью, как такое может быть. Сейчас это остановится, это что-то не то происходит, что-то мы не так понимаем. И потом накатывать начало уже на самом деле после, спустя 2-3 дня. Вообще ощущение какой-то неотвратимости и безвозвратности шагов, которые мы делаем, что ничего нельзя будет уже вернуть назад, что все потеряно, это ужас, и это ощущение полного бессилия. Появилось ощущение
разделение людей на два лагеря. Причем лагерь, в котором, получается, оказалась я, это меньшинство. Это тоже было большое мое удивление на самом деле, что большая часть людей реально поддерживает все действия государства. В течение всего дня и потом в течение всего месяца это была какая-то бесконечная попытка принять, что теперь наша новая реальность, она такая. Бесконечное чтение новостей и бесконечное неверие в то, что это вообще может происходить в 21 веке. Первые 2 дня, наверное, для меня лично были шоком. И я находилась в какой-то заморозке, не испытывая... Ну, то есть я пыталась понять это каким-то логическим попытки осмыслить делала. И просчитывала какие-то варианты, а что будет с нами, то есть как это будет развиваться событие, чем это, непосредственно, как это непосредственно отразится на мне, на моей семье, на сфере моей деятельности. Вот, и постепенно, где-то, наверное, спустя от 2 дней до недели у меня развилось состояние, естественно, паники, тревоги, страха, гнева. По федеральным каналам говорили, что это учение, что ничего не будет. Высмеивали американскую разведку, которая говорила, что будет военное столкновение. И это казалось таким нереальным. Это пугающе. Ты не веришь, что в 21 веке твоя страна может напасть на другую страну. И это не какой-то гибридный конфликт, это не просто какой-то затяжной конфликт, это война. То есть там бомбят людей, которые далеко от границ. И это просто никак в твоей голове не укладывается. Это очень страшно. И я не могла выкинуть только 3 какие-то фразы из головы. Это конец, это больше ничего не будет. Буквально, что мне даже казалось, что завтра уже не наступит, потому что сейчас всего Третья мировая, потому что то, что произошло, это было совершенно как-то немыслимо, и было понятно, что расплачиваться придется нам всем за это. Для меня это был обычный день. Утром было солнце. Я, как обычно, выполняла свою работу. Заканчивала проект, делала чертежи. А новости о войне я узнала из новостей из интернета. Первое, что я об этом подумала, кажется, мир сошел с ума, а в особенности моя страна. Я не помню точно, что я делала, но это был какой-то обычный, по задумке, будний день. И когда я с утра узнала, что началась война, а я не могу это по-другому называть, чем-то другим считать, но мне кажется, просто ни в одном языке нет слов, которые могут описать эти чувства, это состояние. Но это чудовищная боль, это чудовищный ужас. И это то, что действительно делит на жизнь на до и после. И во мне долго было состояние такое, как психологи, психиатры называют, дереализации. То есть я умом, конечно, понимала, я понимаю все, что происходит, но первые дни это все казалось абсолютно нереальным, это какая-то была параллельная действительность. В общем, это то, что практически невозможно переварить, озвучить, но это страшно больно.